Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт торта, который называется лакомка. Этот рецепт у меня тоже из моей, опять-таки, старой записной книжки. Пока что мы ее еще не закончили, мы продолжаем. Рецепт очень легкий, мои дорогие, получится у всех. Он абсолютно несложный в приготовлении, и продуктов туда идет совсем-совсем немного. Ну что, мои дорогие, начнем печь? Сегодня мы начнем приготовление с меренгового коржа. Для этого я разделила 3 яйца на белки и желтки. И 3 белка отправляю в чистую посуду. Здесь у меня 150 грамм сахара и 1 полная столовая ложка кукурузного крахмала. 25 грамм кукурузного крахмала у меня. И я хорошенько перемешаю сейчас. Нам нужно будет взбить хорошо белки вместе с сахаром и крахмалом. Как только появилась пеночка, подсаливаем. Щепоточка соли и начинаем добавлять сахар с крахмалом. Взбить белки нужно будет хорошо, как на меренговый рулет. Нам нужно будет, чтобы белки взбитые вот такие крепкие были у нас. И сюда же я добавляю 100 грамм орехов. Орехи у меня грецкие. Сегодня орехи обжаренные идут в этот рецепт. Нарезать уже можете кто как хочет. Но вот именно так, немножко крупненько, получается очень хорошо. Перемешиваю аккуратненько. Духовку нужно будет включить разогреваться на 150 градусов. И будем выпекать меренговый корж ровно 25 минут. Это не безе, мы не будем высушивать его. Это будет наподобие меренгового рулета, как я вам уже сказала. Форма 26 сантиметров. Застилаю ее бумагой пергаментной и поднимаю бортики обязательно. И перекладываю белковую массу всю эту в форму. Аккуратненько разравниваем. Добавление кукурузного крахмала в белки даст такую стабильность белкам. И получится очень-очень хорошо все у вас. Теперь займемся кремом. Для крема мы берем 3 желтка, которые у нас остались от белков. Добавляю сюда 60 грамм сахара. Плиту пока что еще не включаю. Нужно будет размешать хорошенько желтки с сахаром. Добавляю кукурузный крахмал 40 грамм. Опять-таки перемешиваю. И наливаю теплое молоко, 400 мл молока. Если будете делать крем на муке, то добавляйте 3 столовые ложки муки. Все это хорошенько размешиваю быстренько. Включаю плиту на среднюю мощность. И нужно будет проварить крем до густоты, до загустения. Варим крем. Вот до такого состояния. Это все очень быстро делается. Перекладываю крем в другую посуду, накрываю пленочкой и оставляю, чтобы он полностью остыл. Корж уже выпекся. Видите, он немножко такой коричневатый становится, бежевый, даже не коричневый, а бежевый. Чуть-чуть остывает, вынимаю его из формы, перекладываю на решетку. И нужно будет оставить его окончательно, остудить его нужно будет его оставить, чтобы он окончательно остыл. Займемся теперь тестом. 2 яйца. Опять-таки отправляем в посуду, в чистую. Пол чайной ложечки соли. Взбиваем яйца и добавляем 150 грамм сахара. Тесто уже можно, конечно, делать это без миксера, потому что даже если вы просто венчиком забьете, то же самое получится у вас. Взбиваю яйца с сахаром. Добавляю молоко. 200 мл молока. И 80 мл растительного масла. Или растительного, или растопленного сливочного масла. Какое хотите, можете добавлять сюда масло. Ванилин или ванильный сахар. И начинаю добавлять муку. Мука у меня сегодня не просеянная, поэтому я ее просеиваю. 200 грамм муки идет в тесто. Добавляю муку 2 этапами. Перемешиваю уже венчиком. Добавляю остаток муки. И какао. 30 грамм какао-порошок. Какао у меня не сладкое. Все теперь нужно будет перемешать.
Добавляю 1 полную чайную ложку соды без уксуса и пол чайной ложки разрыхлителя. В этом рецепте соду не гасим уксусом. Перемешиваю хорошенько. И здесь у меня 100 мл кипятка. Кипяток с содой именно сейчас вступит в реакцию, и все будет так, как нужно. Перемешиваю аккуратненько. Тесто на глазах становится жидкое, вот такое, не бойтесь. Духовка у нас уже должна быть разогретая на 160 градусов. Переливаю тесто в форму, в эту же самую форму 26 сантиметров в диаметре. На дно, конечно, я постелила пергаментную бумагу. Постучу об стол и отправляю корж выпекаться. Пока выпекается наш корж, сделаем сироп. Сироп у нас сегодня будет из молока. 150 мл молока и 3 чайные ложечки сахара нам нужно будет взять. Хорошенько все это перемешиваем. Молоко теплое. Корж уже выпекся у меня. Выпекается корж ровно 35 минут при температуре 160 градусов. Пока еще корж тепленький, прохожу ножиком по бокам и вынимаю его из формы. Переворачиваю на решетку, и нужно будет полностью остудить. Снимаем бумагу, и полностью нужно будет остудить. Если у вас, конечно, есть время, можете оставить корж и весь торт собирать на следующий день. Займемся теперь кремом. Для крема нам нужно будет взять 200 мл сливок. Сливки должны быть жирные, 33% или выше. И взбить их. Начинаем взбивать сливки и добавляем заварную основу. Постепенно по 1 столовой ложке. Сливки в самом начале мы не взбили до таких крепких пиков. Мы взбиваем до состояния йогурта. И постепенно, добавляя заварную основу, сливки продолжают взбиваться. Можете, конечно, взбить сливки основательно, хорошенечко до пиков и потом уже добавить заварную основу. Это уже как вам нравится. Добавляю ванилин или ванильный сахар. Корж у меня остыл, я сегодня его не оставила на всю ночь. Будем собирать сейчас торт. И нам нужно будет порезать этот корж на 3 части. Если вы затрудняетесь разрезать корж на 3 части, разрезайте пополам. Получится точно так же вкусно, мои дорогие, не бойтесь. Может быть, кому-то будет трудно порезать его. Это первый корж. И теперь верхнюю половину я порежу еще раз пополам. Корж режется легко. И вот такие 3 коржа у нас получились. Будем собирать торт. Обязательно не забываем пропитывать каждый корж нашим молочком. Приблизительно 4 столовые ложки крема. Этот торт по вкусу очень напоминает мороженое, а те, кто любит мороженое лакомка, это вообще прелесть, мои дорогие. Очень-очень похоже и очень вкусно получается. Второй корж кладу точно таким же образом, точно так же пропитываю. И даже в тесто идет, по идее, безе. Корж у нас меренговый, но из-за того, что он у нас выпекается очень-очень быстро, я считаю, что торт этот легкий в приготовлении. Перекладываю аккуратненько меренговый корж сверху на второй корж из теста, на второй шоколадный корж, вернее. Снимаю бумагу. Здесь уже оставшийся крем, 3 столовые ложки. Аккуратненько его тоже распределяю, потому что этот корж хрупкий очень. Сверху кладу последний корж. Его я уже не пропитываю молоком. Крем, который вышел у нас по бокам, просто-напросто распределяем вот так лопаточкой. Теперь сделаем глазурь. Для глазури я взяла 150 грамм
шоколада черного и 80 мл молока. Молоко должно быть горячее. Как только закипит, сразу снимайте, заливаете шоколад, оставляйте на столе буквально на 2 минутки, а потом перемешивайте. Это, конечно, очень легкий способ глазури. Кто хочет, может делать глазурь из какао. Поливаем торт теплым шоколадом равномерно. Шоколада хватает на весь торт. И потом уже лопаточкой или даже просто ложечкой, ножиком обыкновенным вы тоже сможете по бокам весь этот шоколад распределяем. Украшаю орехами. И нужно будет торт обязательно поместить в холодильник на всю ночь, чтобы он у нас хорошенечко пропитался. Утром режем и пробуем. Посмотрите, какой мягкий получается торт. Это очень вкусно, мои дорогие. Я уверена, что понравится всем. И это именно летний торт, он не зимний. Так как он и по вкусу напоминает мороженое, и он получается очень-очень легким десертом таким. Посмотрите, какая красота. И абсолютно несложно, мои дорогие. Этот рецепт получится у всех. Посмотрите, какой он мягкий. Замечательный рецепт я сегодня вам показала. Мне кажется, все остались довольны. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Пишите мне, кто знаком с этим тортом, кто его когда-то выпекал, а кто его испечет первый раз по моему рецепту. И пишите, что вы еще хотите от меня увидеть. Всех люблю, всех целую. Пока-пока, до новых встреч!